Большое спасибо донатерам, которые поддерживают мой канал. И снова всем привет! Поскольку мой хозяин слишком ленивый, чтобы озвучить данное видео, это сделаю я. Надеюсь, вы скучали. Главный герой этого аниме парень по имени Дзюничи. Раньше он думал, что найти девушку в старшей школе очень легко. Однако прошел год, а он даже не прикоснулся к руке девушки. Видя пары вокруг себя, Дзюничи чувствует себя очень завистливым. Когда он приходит в класс, его останавливает соседка Нене, они росли вместе и имеют очень близкие отношения. Поскольку Дзюничи забыл принести свой бенто утром, она дает ему его. После ее ухода трое друзей Дзюничи спрашивают его о Нене. Это Сакамото в очках, светловолосый Сида и тучный Кабаякова. Как и Дзюничи, никто из них никогда не состоял в отношениях. Увидев Лоли Фейс и пухлую фигуру Нене, она привлекает всех троих. В то время как Дзюничи воспринимает ее только как свою младшую сестру. В этот момент одноклассница Ю и приветствует Дзюничи. Обладательница отличных оценок и выдающейся внешности Ю и очень популярна в школе. Хотя у нее не очень пышная фигура, ее обаяния достаточно, чтобы компенсировать недостаток. К сожалению, какой бы идеальной ни была Ю, и она не имеет ничего общего с трио. Разочарованное трио решает расслабиться, читая журналы для взрослых. Увидев это, другие студенты странно смотрят на них. Чувствуя себя неловко, Дзюничи просит их убрать журналы, но получает отказ. В конце концов, Дзюничи вынужден принять журнал. Во время чтения журнала девушка прерывает его. Напуганный Дзюничи случайно роняет журнал на землю. Девушку зовут Юкана, и она очень известная девушка. Она очень недовольна поведением Дзюничи и предупреждает его, чтобы он не читал журналы для взрослых в общественных местах. Чувствуя угрозу, Дзюничи не решается продолжить чтение. Во время обеденного перерыва Сакамото предлагает одному из них признаться Юкане. Однажды он увидел в журнале, что одна девушка вступила в интимную связь с одноклассником, который насильно поцеловал ее. Потрясенный рассказом, Дзюничи краснеет, но он не может удержаться от фантазии о двусмысленной сцене с Юканой. Видя его, трио уговаривает его признаться Юкане. Сакамото говорит Дзюничи, что девушкам обычно трудно отвергать признания в любви парней. Если он встанет на колени и признается Юкане, он добьется успеха. Сакамото просит Исиду положить письмо с признанием в шкафчик для обуви Юканы. После школы Юкана получает письмо с признанием. Следуя инструкциям в письме, она отправляется в заднюю часть здания школы, чтобы встретиться с Дзюничи. Вспомнив совет Сакамото, Дзюничи становится на колени и умоляет Юкану наладить с ним отношения. Юкана узнает в Дзюничи того мальчика, который читал в классе журналы для взрослых, и чувствует отвращение. Видя ее отношения, Дзюничи впадает в еще большее отчаяние. Если об этом станет известно, он превратится в извращенца, стоящего на коленях перед девушками за признание, и больше не сможет найти себе девушку. Как раз в тот момент, когда Дзюничи грустит, он видит кое-что. Чувствуя перевозбуждение, он продолжает стоять в позе, подглядывая за ней. К его удивлению, Юкана раскусила его замысел и намеренно демонстрирует свою сексуальную фигуру. Не имея никакого опыта общения с девушками, Дзюничи неудержимо влечет к ней. Забавляясь его реакцией, Юкана догадывается, что он, должно быть, не встречался с девушкой. Перед тем, как продолжить, хочу сказать, что вы можете поддержать мое творчество донатом. Все, кто задонатит любую сумму, будут появляться в начале каждого видео. Ссылку на донат можно найти в описании. Заранее спасибо. Понимая, что она дразнит его, Дзюничи чувствует себя униженным и хочет уйти. В этот момент Юкана хватает его за руку. Она заявляет, что испытывает к нему небольшие чувства и соглашается стать его девушкой. Однако Дзюничи считает, что он недостоин стать парнем Юканы. Перед сном он продолжает размышлять о том, почему Юкана удовлетворила его просьбу. Он подозревает, что Юкана дразнит его, но в то же время он чувствует себя виноватым за то, что строит догадки о своей девушке. На следующий день, все еще чувствуя себя потрясенным, Дзюничи беспокоится о том, как наладить отношения с Юканой. По дороге в школу он встречает трех своих друзей. И тут Дзюничи получает селфи от Юканы. Увидев это, троица завидует, ведь Дзюничи обменялся контактами с Юканой всего за один день. Полагая, что Дзюничи предал их, группу трио очень недовольна, и Дзюничи шокирован их обратным отношением и поспешно объясняет, что их отношения не настолько близки. Считая Дзюничи очень некомпетентным, Сакамото предлагает Дзюничи пригласить Юкану на свидание в караоке. Перед уроком Юкана спрашивает Дзюничи о фотографии. Получив похвалу, она чувствует себя очень довольной. И тут Юи подслушивает их разговор и удивляется, что они стали так близки. И, используя это как возможность, Юкана прямо объявляет, что они с Дзюничи стали парой.
Шокированные новостью одноклассники приходят к ним за подтверждением. После уроков трио ревнует, что у Дзюничи есть девушка и отказывается идти с ним. Юкона использует возможность остановить Дзюничи и отводит его в одно место. У ворот школы они встречают Нене. Нене влюблена в Дзюничи, и она в ярости, узнав, что у них отношения. После того, как она уходит, Юкона и Дзюничи приходят в караоке. Дзюничи видит на стене плакат, предупреждающий клиентов не делать ничего не связанного с пением в частной комнате. Вспомнив слова Сакамото о том, что караоке – это как отель для девушек, Дзюничи начинает нервничать. Еще больше его нервирует то, что Юкона, кажется, соблазняет его. Она поет песни о любви, создает двусмысленную атмосферу, поет дуэтом и снимает свой форменный пиджак. Воспользовавшись атмосферой, Дзюничи прижимается к ее плечу и пытается поцеловать ее. Однако Юкона останавливает его, внезапно указав на торчащие волосы в носу. Чувствуя себя крайне неловко, Дзюничи не решается продолжить общение с ней. В итоге Юкона отказывает Дзюничи, потому что не хочет, чтобы их первый поцелуй был необдуманным. После ухода из караоке она говорит Дзюничи, что счастлива сегодня и с нетерпением ждет их следующего караоке-свидания. В следующем эпизоде Дзюничи получает письмо с признанием в шкафчике для обуви. Поскольку письмо не подписано, он догадывается, что кто-то намеренно разыгрывает его. В надежде, что Дзюничи сможет познакомить их с другими девушками, Сакамото и Исида уговаривают его встретиться с девушкой, написавшей письмо. Дзюничи также не хочет игнорировать желания других и приходит на место встречи, указанное в письме. Девушка, написавшая письмо, она очень заинтересована в Дзюничи и демонстрирует ему свое горячее тело, как только они встречаются. Как раз в тот момент, когда Дзюничи сбрасывает ее с себя, Юкона останавливает их. Оказывается, что эта девушка – подруга детства Юконы Ранг. Подумав, что Ранг просто пытается подразнить Дзюничи, она не придает значения ее поведению. Но она не знает, что Ранка уже давно думает о том, как разрушить ее романтические отношения с Дзюничи. На выходных Юкона приглашает Дзюничи и Ранку на свидание. Нини видит Дзюничи с двумя девушками и чувствует себя очень грустно. Вскоре он следует за двумя девушками в магазин одежды. Видя, как они переодеваются в сексуальные платья, Дзюничи чувствует себя очень скованно. После свидания на Юкону нападают двое бандитов. Дзюничи пытается защитить ее, но его отталкивают. Боясь, что Юкона окажется в опасности, Ранка предлагает им встречаться. Затем она отводит двух бандитов в переулок и жестоко избивает их. По дороге домой Дзюничи чувствует себя очень потерянным, ведь он даже не может дать отпор бандитам и не может защитить Юкону. И тут он встречает Ранку. Она восхищается смелостью Дзюничи, который противостоял бандитам и защищал их. Она идет за Дзюничи домой и даже предлагает вступить с ним в интимные отношения. Дзюничи отвергает ее, заявив, что любит Юкону и хочет иметь такие отношения только с ней. Разгневанная Ранка раскрывает свои истинные намерения. Оказывается, Ранка всегда была влюблена в Юкону, и она считает, что Дзюничи недостоин быть парнем Юконы. Поэтому она хочет заставить его полностью потерять интерес к девушкам. Однако Юкона внезапно врывается в дом Юничи. Она не слышит их разговора и ошибочно думает, что Дзюничи предал ее. Ранка еще не подготовилась к тому, чтобы раскрыть свои чувства к Юконе. Чтобы не потерять Юкону, она говорит, что просто хочет проверить Дзюничи. Поверив в ее слова, Юкона постепенно успокаивается. После возвращения в школу Ранка предупреждает Дзюничи перед уроком, чтобы он не раскрывал ее чувств к Юконе. Юи тайно наблюдает за Дзюничи и приходит в ярость, узнав, что человек, которого любит Дзюничи, не она. Юи всегда считала, что мир существует для нее. Куда бы она ни пошла, найдутся такие же люди, как она. Ей нравится быть востребованной в классе. Заметив, что в последнее время Дзюничи уделяет ей мало внимания, она очень расстроена. Во время обеда, когда Дзюничи ест вместе с Юконой и Ранг, Юи предлагает поговорить с ним наедине. Подумав, что Юи мешает им, Ранка просит ее уйти. Проглотив свой гнев, Юи извиняется перед ними и уходит. После школы Юи приглашает Дзюничи в кафе. Считая, что Дзюничи и Юкона не являются настоящей парой. Она пытается узнать, какие отношения между ними на самом деле. Вопреки ее желанию, Дзюничи признается, что встречается с Юконой и постоянно хвалит ее. Услышав это недовольство, Юи по отношению к Дзюничи достигает своего пика. После возвращения домой она обвиняет Дзюничи в его измене во время прямой трансляции. Она рассказала, что Дзюничи раньше был очень застенчив после встречи с ней, и она до сих пор не может поверить, что он может влюбиться в другую.
По случайному совпадению Сакамото – ее фанат и видит прямую трансляцию. Оказывается, Юи – популярный блогер, который ведет прямые трансляции в интернете. Из-за разницы в макияже и прическе Сакамото никогда не узнавал ее раньше. Поскольку в этот раз она упоминает трио в прямом эфире, Сакамото узнал в ней Юи. Он раскрывает истинную личность Юи Сиди и Кабаякова, но его подслушивает проходящая мимо Ранка. Тем временем Юи приводит Дзюничи на крышу. Она требует, чтобы он порвал с Юканой и встречался с ней. Вспоминая Юкану, Дзюничи понимает, что влюбился в нее и отвергает признание Юи. Юи не может поверить, что ее отверг Дзюничи. Она теряет контроль над собой и кричит, что он должен следовать за ней как собака и что она не позволяет ему вилять хвостом перед другими. Она показывает Дзюничи видео со свидания в кафе и заявляет, что передаст его Юкане, если Дзюничи не будет с ней встречаться. И тут появляется Ранг с 3 друзьями Дзюничи. Ранг намеренно называет сценическое имя Ю, и чтобы пригрозить ей, не желая раскрывать свою личность, Ю и отдает все резервные копии видео Дзюничи. Теперь перейдем к Нене. Чтобы завоевать расположение Дзюничи, Нене меняет прическу и переодевается. Хотя Нене сравнительно невысокого роста, у нее пухлая фигура. Трио видит, что Дзюничи преследует другая девушка и очень ему завидует. Однажды, когда Дзюничи, как обычно, обедал с Юканой и Ранг, приходит Нене, она испекла печенье и хочет накормить им Дзюничи. Однажды Юкана встретила Нене у школьных ворот, подумав, что она очень милая девушка. Юкана приветствует ее очень любезно, но Нене отнеслась к ней равнодушно. Оказывается, Нене всегда думала, что Юкана разыгрывает Дзюничи и не испытывает к нему никаких чувств. Чтобы победить Юкану, она предлагает устроить соревнование, однако Юкана получает массу удовольствия от соревнования и, похоже, не считает ее соперницей в любви. Нене раздражена ее отношением и хочет заявить, что она – человек, который знает Дзюничи дольше всех и что никто, кроме нее, не может быть девушкой Дзюничи. Но она стесняется признаться Дзюничи и вынуждена убежать. Ночью, после того, как Дзюничи заснул, Нене внезапно зарывается в его постель и хочет вступить с ним в сами знаете что. После некоторой внутренней борьбы Дзюничи решает отказать Нене. Он говорит Нене, что человек, которого он любит, Юкана, и его тело принадлежит ей. Хотя ей грустно, Нене не хочет сдаваться. Она решает стать более популярной девушкой, чем Юкана, и отобрать у нее Дзюничи. В следующей сцене Сакамото читает в журнале опрос, связанный с игрой «Король», и считает, что игра может быстро улучшить отношения между парами. Чтобы помочь Дзюничи и Юкане поцеловаться как настоящая пара, он предлагает организовать вечеринку после школы в доме Юканы. Дзюничи принимает его предложение и спрашивает разрешения у Юканы, прежде чем пригласить других. Кроме Дзюничи, остальные планируют сначала пойти домой, чтобы переодеться. Понимая, что у него есть время побыть наедине с Юканой, Дзюничи чувствует себя очень счастливым. В ожидании Юканы внезапно появляется Ю и предлагает присоединиться к вечеринке. Под ее давлением Дзюничи приглашает ее на вечеринку. После школы Дзюничи первым приходит к Юкане домой. Юкана переоделась в сексуальную ночную одежду, поэтому Дзюньити не может оторвать от нее глаз. Больше всего он сожалеет о том, что родителей Юканы сегодня нет дома. Если он наберется смелости и пригласит ее одну, они смогут очень мило провести время вдвоем. К сожалению, прежде чем они смогли вступить в физический контакт, Ранг, Нени и Юи прибыли. Ранг хорошо знакома с домом Юканы и открывает дверь ключом. В результате Дзюничи теряет время наедине с Юканой. Чувствуя, что атмосфера между девушками не очень хорошая, ему остается только молиться, чтобы трио появилось как можно скорее. Вскоре трио прибывает, переодевшись в свою любимую одежду. Сакамото достает реквизит для королевской игры и объявляет правила. Согласно правилам, король может приказывать другим делать что угодно. Первые несколько раундов проходят очень хорошо и все веселятся. Видя, что все привыкли к игре, Сакамото начинает показывать фокусы. Запомнив расположение каждого участка, он может легко определить номер каждого. Он хочет стать королем в следующем раунде и приказать Дзюничи и Юкане поцеловаться. Но как человек, владеющий жребием, его могут заподозрить, если он станет королем. Поэтому он передает реквизит Дзюничи. Однако, опасаясь, что Сакамото будет использовать игру, чтобы целовать других девушек, Дзюничи переставляет жребий. После того, как Сакамото отдал приказ, он обнаруживает, что человеком, которого он должен поцеловать, становится Дзюничи. Кроме того, Исида и Кабаякова также должны поцеловать друг друга. Юкана видит, что Дзюничи тайно помогает девушкам и благодарит его.
Заметив, что они шепчутся, Нэна немедленно прерывает их, но Юкона не сердится. Вместо этого она приглашает всех отправиться в путешествие во время летних каникул. Поскольку ни у кого из них нет достаточно денег, они решили подрабатывать до летних каникул, чтобы заработать деньги на путешествие. До поездки остается 41 день. Сакамото находит подходящую работу для мальчиков, как фанаты ACGN, он и Исида решили работать в магазинах аниме. Кабаякова любит детей и подходит для работы в детском доме. Работа Дзюничи также идеально подходит для него. Он работает кухонным работником в кафе с косплей-тематикой и может видеть много красивых девушек. По стечению обстоятельств девушки работают в том же кафе. Обладая сексуальными фигурами и разными характерами, они привлекают много клиентов. Но управляющий кафе – похотливый мужчина средних лет, который постоянно просит их носить постыдную одежду. Когда их подработка подходит к концу, девушки сталкиваются с проблемами. Менеджер не только просит их надеть матросские костюмы, но и заставляет читать взрослые романы для клиентов. Считая, что содержание романа не подходит для них, чтобы защитить девочек, Дзюничи со злостью отвергает предложение. Тем временем Юи связывается с владельцем кафе. Она жалуется на поведение менеджера и убеждает его отменить мероприятие. По приказу своего босса менеджер должен отменить чтение романов для взрослых. После работы Дзюничи и Юкона вместе идут домой. После этого общения они еще больше влюбляются друг в друга. Поскольку они собираются в групповую поездку, они соглашаются найти возможность провести свидание наедине в следующий раз. На летних каникулах группа вместе отправляется на пляж. Дзюничи очень популярен среди девушек, и даже Юи пытается привлечь его внимание. Но больше всего Дзюничи любит Юкону. Когда он видит, что к Юконе пристают два парня, он тут же бросается на помощь. Благодаря ему Юкона и Ранг используют возможность избавиться от двух парней и уходят. После этого две девушки одновременно просят Дзюничи намазать их кремом для загара, что заставляет его очень стесняться. В конце концов, Сакамото и Исида решают подглядывать за девушками в ванной. Однако Дзюничи следует за ними, потому что он всегда пытается их остановить. Сакамото и Исида очень злятся. Они обвиняют Дзюничи в предательстве и хотят избавиться от него. Во время бега Дзюничи случайно падает со скалы. Сакамото и Исида не обращают на него внимания и продолжают свой план. К сожалению, владелец бани установил множество ловушек в лесу, ведущему к женской купальне, чтобы помешать людям подглядывать. Сакамото и Исида падают в обморок от полученных травм и больше не могут продолжать свои планы по подглядыванию. Тем временем девушки имеют много физических контактов во время купания, и их отношения постепенно становятся ближе. После принятия ванны Юкона случайно встречает Дзюничи на берегу моря. У них редко бывает возможность поговорить наедине. Пользуясь случаем, Дзюничи приглашает Юкону на свидание в парк аттракционов, и Юкона соглашается. После поездки Юкона и Дзюничи встречают красивого парня возле станции. Он одноклассник Юконы по средней школе Дай, он красивый и у него хорошие отношения с Юконой. После прощания с Даем Дзюничи признается Юконе, что они с Даем так хорошо подходят друг другу и что он чувствует, что уступает ему. Чувствуя себя в ярости, Юкона не желает с ним разговаривать. После возвращения в школу Дзюничи очень подавлен из-за конфликта с Юконой. Он пытается поговорить с ней, но безуспешно. После школы Дзюничи останавливает Юкону. Но Юкона тоже в плохом настроении. Она считает, что Дзюничи не должен чувствовать себя неполноценным из-за Дая и надеется, что он сможет задуматься над своими ошибками. Поэтому она заявляет, что идет на вечеринку, игнорируя Дзюничи. Трио с пониманием относится к переживаниям Дзюничи и пытается подбодрить его, отправившись в караоке. К сожалению, выйдя из заведения, Дзюничи встречает Юкону и Дая, и ему становится еще грустнее от того, что они счастливо общаются. После этого Дзюничи и Юкона ссорятся. Дзюничи считает, что Юкона просто дразнит его в это время и совсем не собирается развивать с ним отношения. Юкона разбита до глубины души, с тех пор они не разговаривают друг с другом, видя аномалию между ними, и заводит разговор с Дзюничи. Однако Дзюничи ведет себя неизменно. Он настаивает на том, что Юкона просто притворяется, что влюблена в него, а на самом деле он ей не нравится. Юи очень разочарована в Дзюничи. Услышав это, он размышляет над проблемой, возникшей между ним и Юконой. Несколько дней спустя Юкона устраивает девичник, на котором хочет поговорить о своих проблемах с Дзюничи. Но как только она вспоминает о Дзюничи, она не может удержаться от слез. Чувствуя себя в ярости, Ранка решает преподать Дзюничи суровый урок. Когда она находит Дзюничи, он выпивает с трио в ресторане. Увидев это, Ранка кипит от ярости.
Юкона всегда думала в первую очередь о Дзюничи. Но Джуничи думает только о себе. Она хватает его за воротник и упрекает его в эгоизме и слабости. Осознав свою ошибку, он клянется завоевать расположение Юконы, и Ранка решает пока отпустить его. В это время Дай и его друзья тоже приходят в этот ресторан. Дай показывает своим друзьям, что Юкона девушка, с которой легко иметь дело. Когда она ему надоест, он познакомит ее с ними. Дзюничи немедленно бросается к нему, Дай очень пренебрежительно относится к Дзюничи и даже намеренно оскорбляет его и Юкону. В отвращении Дзюничи с яростью спорит с ним. В конце концов, они решают выйти на улицу, чтобы уладить все дела. Дзюничи пытается напасть на Дая, но терпит неудачу. Так как Дзюничи не умеет драться, он набрасывается и кусает Дая за ногу. Почувствовав боль, Дай поспешно зовет своих друзей, чтобы они побили Дзюничи. Однако он настроен очень решительно. Он просит Дая пообещать, что тот не будет оскорблять Юкону в будущем. Дай делает вид, что соглашается, но после того, как Дзюничи отпускает его, он тут же избивает его вместе с его друзьями. В это время Ранка прибывает с трио. Они просят Дзюничи найти Юкону, чтобы загладить свою вину, а сами остаются драться с Даем и его друзьями. Последовав их совету, Дзюничи звонит Юконе, но она отказывается отвечать. В результате он редактирует текстовое сообщение, в котором говорит, что ему нужно кое-что сказать, и он будет ждать ее за школой. Тем временем Нене и Юи уговаривают Юкону. Юкона чувствует, что недостаточно знает о Дзюничи. Юкона не уверена в чувствах Дзюничи к ней. Зная, что он очень любит Юкону, Нене и Юи предлагают ей встретиться с Дзюничи, чтобы проверить свои чувства. Увидев сообщение, она отправляется на место встречи. Как только Дзюничи видит Юкону, он падает на колени. Полагая, что его трусость причинила Юконе боль, он искренне извиняется перед ней. Кроме того, он выражает свои чувства к Юконе, говоря, что она нежная и милая. Юкона принимает его признание и решает отвезти его в одно место. Она просит Дзюничи пойти домой и переодеться. Они отправляются в парк аттракционов на свидание. Это свидание, которого они так долго ждали. И Дзюничи чувствует себя очень счастливым. В дополнение к местам отдыха они идут в фотобудку и фотографируются вместе. Юкона намеренно выбирает фотографию во время поцелуя и запечатлевает застенчивое выражение лица Дзюничи. После свидания они договариваются в будущем приходить в парк аттракционов вместе. Перед уходом Юкона целует Дзюничи, пока он не обращает на нее внимания. С этого момента они становятся настоящей парой. Хотя вокруг Дзюничи по-прежнему много девушек, единственная девушка, которую он любит, это Юкона. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.